Добрый день, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. Это видео я решил записать после того, как получил несколько похожих сообщений в личку в своих социальных сетях, в Инстаграме и в Телеграме. Кстати, ссылки на них находятся в описании канала. Подписывайтесь, я всегда с удовольствием общаюсь со своими зрителями. Так вот, вопрос звучал довольно просто. Встретил в интернете картинку, на которой изображено какое-то изделие из кожи, хочется его сделать, но нигде не могу найти на него лекала или шаблоны готовые. Каким образом можно это сделать? То есть повторить это изделие, сделать его, не имея ни лекал, ни шаблонов. Как я поступаю в таких случаях? И вот ответом на это вопросы является это видео. Надеюсь, оно будет для вас интересным. Приятного просмотра. Вот как раз недавно я получил фотографию от своей родственницы с просьбой сделать ей вот такое вот простое изделие. Это, судя по фотографии, как вы видите здесь, это держатель для очков. Элементарное, абсолютно элементарное изделие, но даже я не стал искать шаблоны на это изделие, решил это изделие повторить просто по фотографии. Первое, что нужно для того, чтобы сделать это программа, в которой вы будете рисовать шаблоны. Их великое множество. Большинство людей, наверное, используют программы от Adobe, это иллюстраторы, Photoshop и так далее, все вы их знаете. Ну, я работаю на системе Mac и iOS, iPadOS, поэтому я решил, что куплю немножко другую программу. Это программа из семейства Affinity. Я купил сразу бандл с несколькими программами. Это Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher. Это не реклама никакая, просто я рассказываю, чем я пользуюсь. Для меня это была какая-то скидка на 1000 крон. И все это стоило порядка 128 евро. Значит, что туда входит? Это Affinity Designer, программа для работы с векторной графикой, Affinity Photo для обработки фото, и Affinity Publisher — это программа для публикации, для подготовки к публикациям печатного материала. Я работаю в основном это Affinity Designer, Affinity Photo. С чем меня привлекло, это то, что есть здесь за одну лицензию вы можете скачать программы на 3 операционные системы. Это macOS, Windows и iPadOS. Это, я считаю, что просто замечательно. Я работаю в macOS и iPadOS, меня это устраивает. Поэтому, повторюсь, вы можете работать абсолютно в любой программе, которая работает с векторной графикой. Для этого необходима просто программа, которую вы запускаете и создаете там какой-то рабочий стол. То есть открываем, делаем новый рабочий стол. Я его делаю по размеру А4, чтобы было потом удобно распечатывать и понимать какие-то масштабы изделия. Создаем. Получается вот такой вот рабочий стол, на котором я и буду что-то рисовать. Что для этого нужно? Так как у меня есть фотография, я просто беру, секундочку, эту фотографию закрываем, берем эту фотографию и просто бросаем на рабочий стол. Каким-то образом смотрим ее размер, мы понимаем, что это лист А4, если сделать на листе А4 такое вот изделие, оно будет маловато, мелким, поэтому мы просто его увеличиваем до тех размеров примерно, чтобы вы понимали какой-то физический этот размер. Всегда в этих программах можно сделать какой-то замеры, там 120-130 миллиметров, я примерно понимаю, что такой-то такой вот размер. То есть для меня, может быть, это и вполне устраивает, может быть, еще чуть-чуть побольше. Я вижу, что это изделие, о чем я дальше думаю? Я вижу, что это изделие симметричное, поэтому рисовать мы будем не все изделие, а будем делать только половинку этого изделия. Так, смотрим всегда на то, чтобы, если изделие симметричное, чтобы вот в этом месте, вот здесь вот была прямая линия. И расположили ее более так красиво. И видим, что вот здесь практически на одной линии. Чуть подправим, увеличиваем, смотрим. Нас все устраивает. Изделие расположено. В любой программе для работы с вектором есть такой инструмент, как Pen Tool, то есть перо. Выбираем это перо, ставим какую-то величину линии прямой, как она будет рисовать. И наша задача обвести вот так вот по контуру
половинку изделия. Почему половинку, я уже объяснял. Изделия симметричные, мы будем рисовать только половину изделия, а потом отзеркалим его, и это будет сократить нам время работы. Ну и начинаем. Наша задача просто обвести это изделие. Видим контур, ставим точку и проходим дальше вот так вот просто по периметру. Пока не смотрите, что линия такая грубая и ровные такие углы прямоугольные получает. Пока на это не смотрим, просто обрабатываем. Все, изделие мы каким-то образом ввели. Теперь что мы делаем? Мы выделяем то, что мы нарисовали. Все эти точки, вот они все выделились, стали синенькими. И преобразовываем их такое в мягкое как бы изображение. Все. Эти точки стали мягкими, поэтому мы их можем потом двигать как угодно. Эти точки, они могут сюда, левее, правее. И вот этими усиками мы делаем закругление. То есть мы сначала нарисовали как бы грубо, а теперь более точно, более плавно делаем все эти наши контуры. Мы постараемся обвести контур так, чтобы это было плавно, красиво. Это такое занятие, потребующее какое-то время. Поэтому я для ускорения просто, чтобы видео не было чересчур долгим, я просто это все дело ускорю, естественно. И вы уже увидите какой-то готовый результат. Ну вот примерно такая линия кривая у нас должна получиться. Мы всегда можем отключить фотографию, посмотреть, что у нас получилось. Если нас это дело устраивает, мы просто берем Ctrl-C, Ctrl-V и зеркалим по оси, вертикальной оси. Оп, получилось вот такое вот изделие. И соединяем кривые. Теперь у нас это две кривых, которые становятся одним целым. На самом деле вот это изделие я уже делал, и поэтому то, что сейчас я делал так в первый раз. И второй раз я уже немножко делал по-другому, уже используя ошибки. Но про свою ошибку я вам сейчас расскажу. Я сделал вот это изделие, распечатал просто лист бумаги. Получилось у меня вот такой вот шаблон. Я его склеил, посмотрел, и вот что я вижу. Вот оно склеено, стоит на столе, но я вижу, что оно не совсем ровно стоит на столе. Почему-то я говорю, надо всегда склеивать изделия из бумаги. Положив сюда очки, я вижу, что в принципе размер угадан правильно, все соответствует тому, что как бы в нормальном размере, оно будет стоять, физические размеры нормальные, только мне не нравится вот это основание, что оно вот так вот неровно стоит. И я понимаю, что моя ошибка была в том, что я вот это вот окружность, вернее, вот эта вот линия, у меня она не окружность. Я ее рисовал в фотографии, и вполне возможно, что вот здесь вот на этих вот эта кривая не является окружностью. Поэтому я решил перерисовать, сделать более правильно. И делается это тоже элементарно. Мы берем окружность, рисуем какую-то абсолютно правильную окружность. И просто берем наши линии кривую и вписываем в эту окружность. Тогда нижняя часть изделия будет стоять на столе абсолютно ровно. То есть вы понимаете, да, что я просто вписал в какую-то подходящую по диаметру или радиусу окружность. Все. То же самое делаем с этой стороной, но это уже не суть важно. Я получаю изделие, которое четко вписано в окружность. Эту окружность мы уже можем отключить, она нам в данном случае уже не нужна будет. Я дорисовал тут еще два отверстия для кнопочки, как это было, как вы видите здесь вот на фотографии. Здесь будет кнопка, поэтому для нее нужно было два отверстия, точно таким же образом. Убираем. И вот что у нас получилось.
Вот такой вот шаблон, который мы сделали буквально можно сделать его там за 15 минут, за 20 минут без проблем абсолютно. Теперь что остается? Это шаблон мы распечатываем на принтере, вырезаем из бумаги шаблон, берем кусок абсолютно какой-нибудь ненужной кожи. Это просто был старый какой-то рюкзак или сумка, который мне достался. Наклеиваем на этот кусок кожи шаблон при помощи бумажного скотча. При помощи ножа вырезаем из кожи кусочек изделия. При помощи токанола и сликера заравниваем края. Берем хорошие кнопки, инструмент для установки кнопок, пробойник. Делаем 2 отверстия, вставляем кнопку. При помощи молотка и маленькой наковальни все это дело устанавливаем кнопку. И буквально за, не знаю, час работы мы получаем вот такое вот простейшее изделие, на которое изначально у нас не было даже шаблона. То есть на самом деле абсолютно это несложно. Имея компьютер, немножко смекалки, получить на компьютере, нарисовать, получить бумажный шаблон, посмотреть, найти какие-то свои нюансы, чтобы они были выполнены. И теперь мы видим, что вот это изделие, в принципе, очень простое, но в то же время довольно полезное. И будет замечательным подарком для ваших друзей, знакомых, любимых. И так как это является пробным образцом, я даже не прошивал его. Это я для себя сделал. Просто, естественно, как вы видели на фотографиях, лучше сделать еще более красиво будет смотреться, если все это дело прошить сидельным швом. Это будет более интересно, более красиво. Но сидельный шов не является для меня какой-то сложности, а вот сложность была сделать по фотографии изделие из кожи простое за короткое время. Вот, если вам было интересно, прошу вас, поставьте лайк этому видео. Либо не интересно, то можете поставить дизлайк, абсолютно неважно. Я буду рад любой реакции, любая реакция на это видео мне будет интересно и приятно. Всего вам доброго, надеюсь, что вы узнали что-то новое. До новых встреч. Удачи. Всем пока.